несколько из них постоянно были в воздухе. Вот скоординировать и сопоставить израильские и турецкие БПЛА, конечно, требовало большое мастерство. Израиль отозвал вооружения, которые были поставлены Азербайджану в течение последних 2 лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Ксир», который ассоциирует с корпусом стражей исламской революции, но не является официальным. Авторы публикации полагают, что запрос о возврате вооружений может быть связан с обострением палестино-израильского конфликта. В сообщении также указывается, что эти вооружения могли быть использованы для дестабилизации ситуации на северо-западной границе Ирана. Отметим, накануне еще один грузовой самолет авиакомпании Silkway Airlines вылетел из Израиля, Овда, в Азербайджан, Баку. В этом году таких рейсов было более десятка, однако точная информация о характере и назначении грузов отсутствует. Читаю множественные сообщения о так называемом отзыве Израилем вооружения, которое он ранее поставлял в Азербайджан. Вооружение отозвать невозможно. Как говорится, что продано, то продано. Это не детский сад. Я как-то давно говорил об этом, но повторюсь. Единственное, что можно вывозить, это свое вооружение, которое было ранее завезено на свои же базы. Что Израиль и делает, вывозит свое вооружение со своих баз в Азербайджане. С учетом изменившейся ситуации, это возможно. Каким образом вооружение можно отозвать обратно? Все вооружения, поставленные Израилем, давно интегрированы в азербайджанской армии и используются без проблем. Другое дело, если вооружение некондиционное и заказчик может вернуть его производителю. Но в некондиционность израильского вооружения не верится вообще. Что касается последних 2 года, то были поставлены ОТРК «Лора» и большое количество барражирующих боеприпасов, и часть из них применены в сентябре 2023 года при штурме Арцаха. На очереди поставки ЗРК «Барек» и «Микс», тяжелые барражирующие боеприпасы, разведывательного спутника и так далее. Просто представить невозможно, как это можно отозвать. Хотя в оригинале у левого канала «Ксир» написано «Вооружения, которые за последние 2 года были отправлены из Израиля в Баку, за это время все вернулись обратно в Израиль». То есть оружие вернулось в Израиль. В вопросе поставок оружия бакинскому режиму Израиль не остановил даже тот факт, что именно через Азербайджан в Иран попал ПТРК «Спайк ЛР», образец которого был изучен иранскими инженерами, и Иран стал массово производить аналоги таких ПТРК под наименованием «Альмас». В свою очередь, Армянский национальный комитет Америки, АНКА, жестко прошелся по Трампу. После выдвижения Дональда Трампа кандидатом в президенты от республиканской партии, Армянский национальный комитет Америки, АНКА, вновь заявляет о своем глубоком разочаровании администрацией Трампа Пенса, которая позволила режиму президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить геноцидальное нападение на Арцах в 2020 году. Эта администрация позволила режиму Алиева создать прецедент безнаказанности при наличии задокументированных военных преступлений Азербайджана, говорится в сообщении АНКА. В заявлении отмечается, что, следуя примеру сменявших друг друга администраций, администрация Трампа Пенса отказалась от статьи 907 Закона о поддержке свободы на протяжении всех 4 лет своего правления, сняв ограничения на помощь США Азербайджану из-за блокады Армении и Арцаха. Затем, перед лицом эскалации агрессии Азербайджана против коренного армянского населения Арцаха после 4-дневной войны в 2016 году, администрация Трампа Пенса нарушила сложившийся паритет в военной помощи США Армении и Азербайджану и резко увеличила объемы военной помощи Баку. Военная помощь США Баку, выделение более $120 миллионов. При отсутствии надзора со стороны Конгресса усиливает агрессию режима Алиева, кульминацией чего стало нападение на Арцах в сентябре 2020 года, подчеркивается в заявлении. Говорится, что в ходе 44-дневной войны администрация Трампа Пенса
не смогла предпринять значимых действий, чтобы остановить неспровоцированную агрессию Азербайджана, даже при наличии задокументированных военных преступлений, включая казни гражданских лиц, применение запрещенного оружия против гражданского населения, задержание и пытки армянских военнопленных, а также уничтожение древнего христианского наследия Арцаха. Хотя администрация Трампа-Пенса в конечном итоге попыталась добиться прекращения огня, при отсутствии каких-либо материальных последствий своей агрессии, Азербайджан нарушил соглашение в течение нескольких часов, что было встречено администрацией молчанием. После геноцида Азербайджана в Арцахе, который привел к насильственному перемещению мирных жителей и этнической чистке региона, администрация Трампа-Пенса не предприняла никаких действий, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за военные преступления и нарушения прав человека. Безнаказанность еще больше способствовала агрессии режима, включая его военные вторжения в Армению в мае 2021 года и сентябре 2022 года, кульминацией чего стала блокада и этническая чистка Арцаха в сентябре 2023 года, говорится в документе. В заявлении отмечается, что решение администрации Трампа-Пенса оказать помощь в геноцидальном нападении Азербайджана на Арцах в 2020 году и ее бездействие перед лицом военных преступлений Азербайджана окажут тяжелое воздействие на умы американских избирателей армянского происхождения в ноябре этого года, в том числе в ключевых колеблющихся штатах, таких как Невада, Мичиган, Пенсильвания, в каждом из которых проживают большие армянские общины. В заявлении также осуждается широкая поддержка Турции администрации Трампа. В свете выдвижения Дональда Трампа и назначения сенатора Венса на пост вице-президента, американские избиратели армянского происхождения ожидают, что они осудят азербайджанскую этническую чистку в Арцахе и поддержат усилия Конгресса по привлечению Азербайджана к ответственности за его преступления против человечества, говорится в документе. А что касается лично моего мнения, то я лично проголосовал бы за Камалу Харрис. Я не поддерживаю администрацию Трампа, поскольку мы уже один раз увидели его в деле. Не хочется, чтобы теперь еще и на Сюнник напали азербайджанцы, поэтому я буду голосовать за демократов, за Камалу Харрис, поскольку в деле демократы в лице Байдена показали, что они друзья Армении и во многом нам помогали и поддержали. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.